Приветствую, друзья! Если кто следит за моими обзорами, модель TIN Hi-Fi T4 в свое время была у меня одной из любимых и оставалась таковой в течение полугода, что как для моего хобби чрезвычайно большой срок. Сегодня же, попробовав их новую инкарнацию, я оказался в не меньшем восторге. У них получилось из действительно хороших наушников сделать потрясающие. Внутри все так же установлен один 10-мм динамический драйвер с импедансом 32 Ом и немного возросшей чувствительностью, равной 106 дБ. По мне, так это одна из лучших моделей от данного производителя. О ней сегодня и говорим. Поехали! Коробка у наушников оформлена в тематике космоса, что объясняется вторым названием модели «Космическая станция», которая, собственно, здесь и изображена. В комплект нам положили инструкцию, гарантийный талон, очень неплохой плотный кейс из кожзаменителя и целых 3 набора силиконовых амбушюр, в том числе и знаменитые апельсинки. Кабель выглядит солидно, да и сопротивление подтверждает его качество. 0,227 Ома на каждой из жил. Штекер прямой металлический с коннекторами на классической уже вилочке 0,78 мм. Сами чашечки особо не претерпели изменений. Это все тот же бочонок с отверстием для компенсации, только теперь он не крутится вокруг своей оси и имеет стилизацию под дерево на внешней части. Смотрится это солидно, к удобству тоже никаких вопросов нет. Вот так, друзья, это все и выглядит. По измерениям у нас абсолютно стандартный импульс, небольшие расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 0,126%, что просто шикарно. Фаза ведет себя естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 79 и 99 миллисекундам с незначительными возмущениями на краях диапазона. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 10 дБ с правильным заходом на середину, аналогичная амплитуда выделения области разборчивости, сплата до 5 кГц и легкий акцент на 8 кГц для усиления резкости звучания. На 10 кГц нам сделали яму, чтобы подчеркнуть глубину сцены, и еще один пик на 12,5 кГц, дабы вернуть в звук воздуха и затухание перкуссии. Образцово-показательный график добавить тут нечего. На апельсинках измерения мне сделать, к сожалению, не удалось, остальные же насадки дали почти одинаковые кривые АЧХ. Звучат же T4+ с легким уклоном в нейтральность, акустически правильной добавочной массой, неплохой выразительностью и просто превосходной передачей мелодической составляющей. Это те наушники, которые с одной стороны имеют сдержанный такой почти мониторный характер, а с другой позволяют полностью погрузиться в звучание и эмоциональное сопереживание композиции. Сколько у меня уже было наушников TIN Hi-Fi, но настолько круто у них получилось впервые. Уже неделю их активно тестирую и вообще не хочется снимать, хотя в столе еще много чего интересного. Не меньших похвал стоит естественность, однородность и высокая динамика драйвера. Все в них вот как под линеечку, бас глубокий, четкий и одновременно по аналоговому жирный. Серединка имеет хорошо читающиеся текстуры, объемные, просто сверхмузыкальные. Разве что на самых верхах можно различить некоторые упрощения, но это для данного сегмента норма. Главное, что все щеточки, отзвуки и колокольчики на своих местах, в лицо не выпячиваются и не пытаются забить с собой все окружающее пространство, то есть без рези, грязи и разных сибилянтов. По амбушюрам лично мне больше понравились чисто серые, так как они лучше очерчивают структуру звука. С теми же, что с красным сердечником, мне показалось чуть больше массы, но утонченность при этом теряется. Совсем другое дело так называемые апельсинки. То есть, когда с внешней части идет силикон, а внутри пенки. Вот с ними всего было в достатке. Звук получился взрослее, масштабнее. Однако ощущение берушь в ухе очень специфическое. Если вам это подходит, то не сомневаюсь, апельсинки станут вашими любимыми насадками.
Пробовал сравнить T4 с новенькими Kenera Celeste Pandamon и на удивление почти не нашел в них весомых различий. Да, Pandamon чуть ярче, легче на раскачку, лучше по музыкальности и гораздо басовитее, но по большому счету ощущения от этих моделей примерно схожие. В достоинство Tin Hi-Fi же вынесу более высокое разделение и ту самую легкую нейтральность, которую часто путают с серьезностью в звуке. Подытожил бы я так: Pandamon более веселый и мясные, а T4 лучше в отработке текстур и позиционировании инструментов в пространстве. По детализации, на мой взгляд, у них плюс-минус паритет. При этом Pandamon концентрирует нас на нижней части спектра, а T4 скорее чуть смещают наше внимание от середины в сторону высоких частот. Отчего на слух данные наушники довольно сильно отличаются, хотя на самом деле примерно одного уровня. В плюс также хочется отметить правильную добавочную массу. Это не тот монолитный довесок, что мы слышали в тех же Mundro Paria, а полноценный вес со своей структурой, объемом и глубиной. По стилистике, даже по графику АЧХ можно было понять их абсолютную универсальность. То есть они одинаково хорошо отыграют джаз, классику, старый добрый рок, блюз, гранж и, например, тяжелый металл. Ну и отдельно выделю их возможности в плане передачи сцены в оркестровой музыке. Да, хотелось бы прямо кристальной чистоты и хлесткости атак струнных инструментов, но это уже выходит за пределы их ценового диапазона. В остальном все очень даже достойно. С удовольствием погонял на них свои любимые джазовые трио, чего и вам, кстати, советую. Получил просто кучу эмоций. Удивило меня и то, насколько хорошо героям обзора удается передать как акустическую, так и атмосферную электронную музыку. В обоих случаях есть то самое ощущение присутствия и естественности происходящего. Вокал приятно так и выдвигается вперед, ритм партии добавляют звук энергии и драйва, а комфортные верха слегка все утепляют. В плане источников модель тоже совершенно универсальна. Главное, чтобы мощности хватило. Они все-таки чуть-чуть более требовательны, чем подавляющее большинство других 32-омных наушников. А так гонял их на плеере Tempotec Serenada X, карманном Shanlink M0 Pro, цапе True Fair из своей стационарной связки из SMSL DO200 MK2 и усилителя HO200. Причем везде было достаточно круто. Итогом динамические наушники Tin Hi-Fi T4 довольно удобно сидят. Отличные кабели насадки в комплекте. Как видели, практически отсутствующие искажения в 0,1% и просто превосходное для своей ниши звучание. В нем есть все: и нейтральность, сопутствующая высоким разделением, и мелодика, и четкость, и драйв, и даже отличная передача сцены в глубину. В относительные минусы же можно отнести не самую высокую прозрачность. Модель дает скорее такое теплое аналоговое звучание и некоторое сглаживание на высоких частотах. Хотя это свойственно практически всем моделям за плюс-минус $150. А вот похвалить модель хочется за естественную массу, интимность вокала, прекрасное погружение в материал и то, что называется сбалансированностью. То есть без выпячивания низких или высоких частот. Гармония, так сказать, во всем. А отличные наушники можно смело брать. А на этом у меня все. Это были наушники Tin Hi-Fi T4 Всем добра, подписывайтесь, жмите лайк и присоединяйтесь ко мне во ВКонтакте и Телеграме. Всем, друзья, добра!